Народ, всех приветствую. Можете доставать грязные тряпки и готовиться в меня их кидать, потому что это гайд на ретри паладина. Всем приятного просмотра, погнали смотреть. Итак, народ, давайте с вами выберем расу и пойдем по фракциям. Для Альянса люди будут очень и очень даже неплохим вариантом, потому что у них есть офигенская. Давайте, кстати, я себя, наверное, даже скрою, чтобы здесь не мешать. Офигенская активная PvP-шная способность, по сути, заменяющая нам тринкет. Нам не обязательно с собой носить этот аксессуар, и мы можем брать либо два аксессуара на урон, либо, в общем, как-то с этим играться, как минимум, поэтому человека уже можно брать. Но у него также есть и прикольные пассивки, которые дополнительные статы нам дают, как минимум меткость на 2 и так далее. Это все прикольно. Значит, дворфы также имеют офигенскую активку, PvP-шную, развеивают все болезни, яды и кровотечения, плюс предоставляет нам невосприимчивость к оглушению на целые 3 секунды. Это такая, по сути, своей незыблемости льда немножко улучшенная, но не понижающая по нам урон. Поэтому прикольно, очень классная активка, и пассивки, опять же, супер приятные. Показатель блокирования будет увеличен и так далее. Блин, дворфы тоже классный вариант. Идем дальше. Эльфы не очень мне нравятся, гномы не очень мне нравятся. Дренеи, в принципе, можно, но зачем брать дренеев, когда есть озаренные дренеи? Вот озаренные дренеи очень приятные. Я бы, наверное, поставил их самым лучшим выбором за Альянс, потому что у них есть вот такие вот барашки. Можно поиграться с внешностью, и как бы вот у меня паладин барашка, ну прикольно же. Я играю за озаренного Дренея. Очень приятные пассивки, максимально приятные пассивки, я бы сказал. И активка, которая предоставляет нам дополнительную возможность как-то замедлить цель. В целом, я ей очень часто пользуюсь и скажу вам, что это супер приятно. Нам не нужно будет кидать дополнительное замедление паладина, которое у нас изначально есть, можно заменить его вот такой вот активной PvP-шной способностью. Конечно, КД будет большое, 1,5 минуты, но нормально. Она не имеет глобального кулдауна, можно по-быстрому раскинуть остальные спеллы. В общем, озаренный дреней от себя ставлю лайк, мне нравится. Дворфы черного железа тоже можно, как минимум есть станчик, приятные пассивочки, но как-то для паладина хочется чего-то другого, помимо стана, потому что стан атак у нас есть. В общем, дворфов можно озаренных, черных, да, но как бы не лучший вариант, как по мне. Эльфы бездны, высшие эльфы и воргены в пролете, лично для меня, я бы их для паладина не рекомендовал. По орде. Здесь вообще офигенским выбором будут бладельфы, как минимум потому, что у них волшебный поток восстанавливает нам очень много маны. 45% от базовой маны, вы вдумайтесь в эти цифры вообще. У паладина могут быть просадки по мане, особенно если вы играете в лекаре или там в каком-нибудь прек-паладине, тогда мана это ваш такой прямо ресурс, который очень быстро заканчивается. И бладельфы эту проблему фиксят. Потому что можно раз в 1,5 минуты восстанавливать себе 45% маны. Шалеть. Это очень много. Ну и пассивки дополняют этот эффект. Значит, начинорожденные, в принципе, можно. Только за счет пассивок. Активка не супер приятная, но вот пассивки прямо бомбические. Эридары тоже неплохой вариант, потому что у нас есть телепорт, дополнительная мобильность и пассивки, которые паладину в целом подходят. Таурены, наверное, последняя раса из Орды, которая нам подходит, потому что у них есть дополнительный стан по области, как бы это неплохо, но в основном их можно брать за счет того, что у них показатель выносливости увеличен на 4%, а для паладина это надо. И вот ради дополнительных хпшек я бы тауренов тоже рассматривал как возможный вариант. Эридары, начинорожденные, бладельфы, таурены. Остальных не рекомендовал бы в Орде. И на конфетку, такую, да, на десертик, драктиры. Для ретриков как бы можно, но драктиры, как вы понимаете, именно за пассивки уже идет такой расой, которая нацелена на исцеление. Модификатор критического исцеления увеличен на 6%. Поэтому, если вы хотите играть в холике, или вы хотите играть, допустим, в холике и иногда спекаться в ретрика, но основным, чтобы у вас был именно холи паладин, тогда однозначный выбор — это драктир. Увеличенная сила заклинаний, увеличенное исцеление, по сути, критическое, и офигенская пассивка, вот следующая, да, можно выбрать дополнительное сопротивление. И мы, имея вообще в целом у паладинов огромное сопротивление магии, мы можем дополнительно еще это сопротивление магии повысить за счет пассивки. И тогда, если у противника недостаточно пенетры, если он не готов к тому, что вы драктир, то хрен он вас пробьет. Ну и как бы активка, которая отбрасывает, в целом тоже прикольно. Можно с себя сбросить какого-то милишника лишний раз. Это качественно. Для хила это очень важно. Поэтому, если холиком хотите играть, тогда берите драктира вообще без каких-либо вариантов. Итак, народ, переходим к билдочкам. У меня для вас заготовлено целые 3 сборочки для ретри паладина. Начнем с той, которую лично я использую и бегаю вот в солоках. И 1 на 1 тоже в целом именно ее использую. Такая плюс-минус адекватная, приятная сборочка, которая у нас идет через божественную бурю. Мы все-таки выкачиваем
настолько много талантов в ветке воздаяния, в ветке ретрика, целые 53 поинта, и за счет этого берем божественную бурю. Значит, что здесь особенное? Во-первых, мы играем через печатку праведности. У нас в ветке света взяты 5 поинтов талантов на печать, соответственно, который увеличивает наносимый урон способностью печать праведности. Большой талант у нас тоже идет на печать праведности. Дополнительно 3 таланта взяты на исцеляющий свет, чтобы просто посильнее себя хилить. В целом это, приятно, лишним не будет. Но здесь в ветке защиты очень мало поинтов в целом взято. У нас нету уменьшения кулдаунов там на молот, допустим, и так далее. Просто взяли божественную силу, потому что, 15 силы, охренеть как много процентов. И божественность тоже в 5, чтобы лучше хилиться. А все остальное, ветки воздаяния, тут можно чуть-чуть плюс-минус поиграться. Можно брать скорое возмездие, но просто 3 поинта на это тратить не хочется. Можно брать, допустим, печать повиновения, но обычно ее не берут, если и так уже хватает талантов, чтобы пройти дальше. Благословение не берется. С маной тут благодарение. С маной здесь проблем в целом вообще не возникало. Благодарение не нужно. Просто потратите 5 талантов, 5 поинтов, потому что с маной в этой сборке проблем нет. Таланты под данную сборочку — это изгнание зла, стандарт, молот правосудия, печать праведности. Вот это обязательно. Маленькие таланты — это благословение могущества, чутье на нежить и благословение королей. База. Идем дальше. Есть вариант, соответственно, который идет без божественной бури. То есть вторая сборочка у нас уже. Тут 43 всего лишь поинта ветки воздаяния, но зато в защите мы берем целые 28 поинтов и увеличиваем, точнее уменьшаем даже КД на наши основные кнопки. Смотрите. Молот правосудия на 20 секунд. Вот здесь вот тоже на 2 минуты уменьшаем КДшки и так далее. Плюс увеличиваем время действия. В общем, это такой, знаете, более выживаемый билд. Здесь будет жить гораздо проще. Можно будет подсейвить тиммейтов. И станет мы будем гораздо больше. Поскольку первая сборочка такая, знаете, плюс-минус бурстовая, нацелена на то, чтобы быстро закончить бой. Вторая сборка все-таки подразумевает, что бой будет затяжной. И нам нужно уменьшить КДшки на наши кнопки, чтобы почаще их нажимать в течение этого боя. Соответственно, ради этого здесь выкачивается целые 28 поинтов ветки защиты. Но мы вообще не берем, соответственно, таланты на печать безупречности, которые вот эти 5 поинтов. Не берем исцеляющий свет, потому что и так выживаемость будет лучше. Вы видите, да, какие таланты тут жесткие мы выкачиваем. Но при этом мы жертвуем божественной бурей, последними талантами из ветки ретрика, и уже здесь играем через благодарение на первом тире, потому что здесь с маной могут быть проблемы, и нам нужно понизить стоимость заклинаний, хотя бы каких-то, мгновенных на 10%. Нормально, это нас засейвит. Таланты под эту сборочку — это печать отомщения, экзорцизм и молот правосудия. Маленькие таланты — чутье на нежить, благословение королей и, соответственно, символ мудрых. Третья сборка — это, наверное, такая соляночка. Я на самом деле не рекомендую в ней бегать. Надо либо первый вариант выбирать, либо второй. Но в целом, если как-то хочется чего-то интересного, нового, необычного, можно попробовать такую версию. Значит, целых 11 поинтов из ветки света. Также идем через печатку безупречности. Но здесь уже берем повышенный интеллект на 10% и мастер аур. Опа! Паладин через ауры, потому что здесь мы также вкачиваем скорое возмездие, усиливая наши ауры дополнительно. В ветке защиты мы практически ничего не берем, просто получаем дополнительные 15% силы. И из ветки ретрика целые 55 поинтов мы выкачиваем. Уже все основное тоже у нас есть. Божественная буря, эти все талантики и так далее. Но здесь опять же нам нужна мана. Мана может немножечко просаживаться, поэтому берем благодарение. Хотя в целом, если вы в ней поиграете и понимаете, что мана у вас не кончается, тогда можно эти 5 поинтов перекинуть в отражение, будет вообще бомбически. Но, по идее, здесь благодарение нужно. Большие символы. Печать отомщения, удар воина света и молот правосудия. Маленькие — чутье на нежить, благословение могущества и благословение королей. Как-то так. Я думаю, третья сборочка очень интересная, но в целом у вас есть целый выбор из 3 вариаций. Идем дальше. Давайте поговорим про характеристики. Во-первых, наш мейн стат — это сила, и чем ее больше, тем лучше. Нет предела совершенству, поэтому силу выкачиваем. Но нужно иметь в виду, что нам необходимо набрать 5% меткости. У меня немножко недобор, нужно именно 5, чтобы мы не миссовали нашими тычками. Расовые, кстати, пассивки тоже здесь учитываются, поэтому если у расы есть дополнительная меткость, то это уже прикольно, не нужно будет выкачивать ее дополнительно. И нужно набрать, где-то 1100 минимум, наверное, но максимум 1500 устойчивости. На Сирусе ее, наверное, будет даже чуть побольше за счет ПВПшного шмота. Но, в общем, смотрите, 1100-1500 устойчивости — это прям такой стандарт, больше особо не нужно.
Все остальное мы вкидываем тупо в силу, и вот сила, 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 сила. Чем больше, опять же, тем лучше. Заодно затронем как раз-таки сокеты, поговорим про них немножко. Значит, смотрите, тут такой момент. Метовый сокет, у нас есть выбор. Можно либо засунуть алмаз жестокого землеправителя, вроде так он называется. Он нам добавляет ловкость и процент к критическому урону. Ну, второй вариант, это мы добавляем хаотический алмаз небесного сияния. Да, небесного сияния. Он добавляет рейтинг критического удара и также шанс к критическому урону. Вот это два метовых сокета. Красные камни мы все вставляем на силу по максимуму, здесь как бы все понятно. Синие камни, тут тоже есть небольшой выбор. Можно либо закинуть камень на дополнительные статы, по-моему, там плюс 10 ко всем характеристикам, допустим. Слеза кошмаров вроде называется. И либо можно закинуть синий камень, который дает немножко силы и немножко выносливости. Тут нужно просто выбрать, что вам больше кажется приятным. Желтые камни можно вставить на плюс силу и плюс крит, они там дают. Типа немножко силы, немножко крита. Что у нас по чаркам? Ну, во-первых, на голову и на наплечники мы накидываем чарки, которые продаются на озере Ледяных Оков. Нужно будет их немножко пофармить. На оружие стоит закинуть либо берсерка, либо мангуста. На ручку, на перчатку нужно закинуть зажигательную нарукавную ракетницу. Это у нас именно инженерская чарка, они чуть попозже, она как бы в профессии относится больше даже. Ну и в целом нужно не забыть, что в запястье и в пояс мы можем вставить дополнительный слот с кузнечки. Это как бы тоже можно отнести к профессиям, либо к чаркам. Теперь поговорим про профессии. Значит, смотрите, во-первых, если у нас есть возможность выкачать только 2 профы, как это реализовано на классическом Варкрафте, то мы берем себе кузнечное дело и ювелирное дело. Кузнечка нам позволяет вырезать по одному дополнительному сокету в наручах и в перчатках. Туда мы можем вставить камни, любые. Ювелирка нам предоставляет возможность вместо 3 обычных камней вставить 3 усиленных камня. Мы их тоже покупаем, допустим, или крафтим на силу и вставляем куда хотим, они будут усилены. Это вот что касается кузнечного дела и ювелирного. Если у нас есть дополнительные слоты под профессии, как это, например, на Сирусе, то третий мы берем обязательно инженерное дело ради чарки на наручи, на нашу перчатку, зажигательная нарукавная ракетница она называется. Это будет дополнительный спелл, мы просто каждые, там, по-моему, 45 секунд наносим где-то 2500-4000 урона там в цель. Пуляем, стреляем какой-то вот ракетницей. Примерно такие цифры, я могу немножко ошибаться, когда и в уроне, но примерно так. Это вот ради этого мы выкачиваем инженерку. 4-я профессия можете выбрать сами. Либо партняшка, либо травничество. В общем, там уже как смотрите сами. В целом они не так критичны. Вот эти 3 профессии самые такие важные и самые оптимальные для прокачки в первую очередь. Итак, народ, давайте немножко поиграем. Значит, смотрите, вот такой вот у меня билдачок, мой самый стандартный. И поскольку мы в наших талантах используем символ печати праведности и символ благословения могущества, мы эти кнопочки на себя, эти бафы и раскидываем. По дефолту мы бегаем в ауре благочестия, но когда против нас понимаем, что будет только маги, например, вот фростмаг, включаем ауру на защиту от магии. На самом-то деле против фростмагов на паладинах играть невозможно, как и на ДК во многом, но на паладине все еще хуже. У тебя, ну ты не можешь добраться до фростмага, ты не можешь до него дойти, если фростмаг не фрик. Ну посмотрим, что у нас из этого выйдет. В общем, он тратит всю ману, это мой специальный такой лютый план. Я хочу его сейчас развести, он уже потратил половину своего запаса, и когда он сядет поесть, я просто прибегу к нему на лошадке своей и начну его бить. Но здесь даже лошадь не придется призывать. Вот, посмотрите. Он просто потратил всю свою ману. Тренькую овечку, потому что, не хочется в ней стоять. И начинается стандартный геймплей мага против паладина. Он просто нас кидает в овцу, забирает с нас все наши бафы. Я вообще не знаю, почему это так работает в 3.3.5 аддоне. Мне кажется, это немножко нечестно, что, допустим, он крылья может наши своровать, или фридом он может наш своровать, он вообще все может у нас своровать. Именно поэтому на паладине против мага играть невозможно, он ворует все наши бафы, мы не можем до него дойти, потому что на него нет фридома. Единственный вариант — это нажать бабл и бежать на него в упор, в тупую, но как бы он тогда просто блинкуется. Но этот чел, это нечто, он потратил всю свою ману, но вот на этой солоке, точнее, на этой игре 1 на 1, я еще одну против него нашел. Очень мне не везет, я когда за паладин играю, мне только магов кидает в противники. Только вот одни маги, я не знаю, 90% магов. На самом деле, поэтому даже регать 1 на 1 уже не хочется. Вот. Следующий бой 1 на 1, он учел ошибки прошлого свои и оставил себе немножко ману. Он там кидал 1 раз Blizzard, то есть вот этот снегопад свой, да, и потом уже сразу садился хилиться, садился кушаться. Смотрим, что у него получится в этот раз. Видите, сейчас уже вот получше он делает все. Я уже к нему с трудом добираюсь, но все равно он не играет так, как должен играть нормальный маг.
Он слишком много хп потерял. Не знаю, фросты вообще не должны. У них должно остаться после боя с паладином 90% хп. Минимум. Но, как мы видим, у типа не особо это получается контролировать. Вот я фридом отдаю даже просто на то, чтобы с себя диспелить оковы, ну, руты. Я понимаю, что в идеале его оставить на стан, но блин, это мой единственный шанс победить. Если я не буду так вот рисковать, тогда и о победе речи никакой не будет. Вот сейчас фридому пригодился, но тогда я бы не снес ему вот такую вот большую плюшечку хпшки. Посмотрите, в целом-то все окупилось. Я нажал фридом, побежал вперед, пробил его. И даже то, что я постоял немножко в стане, не особо нам помешало. Тут у меня закончилась мана, я понимаю, что нужно поавтоатачить его голема, его элементаля, подрегениться чуть-чуть буквально. И уже пойти ва-банк свою последнюю атаку, закинуть молот и победить. Но это повезло на самом-то деле, поэтому смотрим, что получится у меня сделать в солоке уже в игре 3 на 3. Но здесь, кстати, тоже фростмаг в противниках. Ну как так-то? Почему мне так везет на паладина? Но здесь нормально, в солоках против магов еще плюс-минус окей играть, потому что ты же не один, тебя может диспелить твой лекарь, ну и плюс как бы фростмаг от 2 ДДшников, ну, скорее всего, не убежит. Друида закинуть в паралич нельзя, пока он в форме, поэтому тратим на него молот. Хотел закинуть в паралич воина, чтобы он нам не мешал, но не получилось. Надо было, наверное, предупредить тиммейтов или так далее. Тем не менее, маги пробиваются очень легко. Тренькуем смерч, естественно, 6 секунд в нем стоять не хочется. И просто посмотрите, как на солоках эти типы страдают. Как же страдают маги на солоках, ну потому что брони у них особо нет. Это же все-таки тканевики. А на паладине в этом билде ткань пробивается просто отлично. Куски отрываются огромные. Просто реально огромные куски отрываются от тканевиков. У меня вар играет по друиду, но здесь уже, по сути, солока закончилась. Можно особо дальше и не смотреть. Просто добиваем типов. Вот такой вот гайд у нас на паладина получился, PvP-шный народ. Не особо я проговорил про бурстовую ротацию, давайте сейчас о нее немножко упомяну. Вообще, в идеале как? Мы закидываем нашего оппонента в паралич, подходим к нему, нажимаем крылья стан и нажимаем все наши дамажащие кнопки, что есть. Экзорцизм прожимаем тогда, когда у него прокает мгновенный каст. Ну и в целом так и играем. В ближайшее время планирую записать гайды на все классы по WoW 3.3.5. Уже есть гайды на ДК во всех спеках, то есть Анхолик, Фрост, Блад, Гибрид, в общем, на любой вкус и цвет. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые видео, и удачи! Пока!